Добрый день! Сегодня я расскажу, как писала этот пейзаж. В нем абсолютно нет ничего сложного. Пишу я гуашевыми красками справа, вы видите их. По мере необходимости добавляю гуашь из других наборов. Использую карандаши и мелки восковые Neocolor 2. Мои фотореференсы находятся в специальной папке на сайте Pinterest. Ссылка внизу в описании. Прежде всего всегда идет поиск композиции. Я продумываю, где у меня будет темная часть, где будет светлая, как будет по массам они между собой взаимодействовать, эти две большие части. Смачиваю из пульверизатора лист, но потом мне показалось слишком много воды, я набрызгала, и я снимаю это тряпочкой аккуратно. Пишу сразу большие массы, это гуашь позволяет писать несколько слоев. Здесь у меня светлая часть справа, темная часть слева, темная масса деревьев. То есть я задумала, что слева в тени деревья будут красноватые. Также есть падающая тень от деревьев на переднем плане. Далее я думаю о собственной тени деревьев в глубине. Пишу их холодными, какие у меня есть, там и синие, и красные. И уже по обстоятельствам буду думать, что добавить или что убавить. Вообще на этом этапе идет работа с силуэтами. Деревья в глубине, деревья на переднем плане, там озеро тоже появляется сейчас. Думаю, где будет находиться вот эта зеленая травка, которая перед деревьями в глубине. То есть уже сразу намечаю кистью всю работу целиком. Мне бы хотелось писать всегда при дневном освещении, будь то натюрморт, пейзаж, портрет. Но, увы, бывает такое, что во второй половине дня уже нет света, приходится включить свет сверху. Лист высох, я начинаю следующую прописку, думаю, какое будет у меня небо по тону, уплотняю передний план и слева дерево наверху. Задумалась над тем, откуда растет это дерево красное слева, которое в собственной тени красное. Колдую с небом, добавляю розовый, убираю розовый. В этом отношении гуашь, конечно, бесценный материал. Тем, что вот сейчас я беру белила и записываю все, что у меня там не удалось в небе сделать. Думаю о пространстве, которое между деревьями. Вот этот кусок неба, он должен быть тоже гармоничным по количеству этого светлого в работе относительно того, что сжимает его слева и справа. Пишу деревья, которые в глубине. Вот это маленькое дерево, его собственную тень. И также теплым красным прописываю собственную тень дерева справа. А дальше подтягиваю все, что темное на переднем плане уже недостаточно темное. Мне нужно еще добавить туда тональности. Сейчас такой бесконечный процесс, все время по чуть-чуть уплотняю передний план, смотрю на задний план, смотрю на небо, потом опять все по кругу. То есть вот сейчас вы видите, что на переднем плане все темнее и темнее становится. И я уже думаю, как по силуэту идет этот передний план. Небо я переписывала несколько раз. Мне то нужны были облака, то я хотела от них избавиться, то появлялся серый, то теплый серый. То есть все время я искала. Конечно, ни одна другая краска, разве что масляная, дала вот возможность так долго играться и передумывать, пересматривать свои желания. Небо мне абсолютно не нравится, поэтому я беру бумагу и на маленьком формате делаю эскиз, определяюсь,
количеством белого, как идут деревья, как они между собой. Вот. Где темное, где светлое. Такой вариант меня больше устраивает. И дальше уже перехожу и заканчиваю работу. Далее я работаю карандашами и мелками. Продумываю, как будут касаться силуэты неба. Где-то более мягко, где-то жесткие будут касания. У меня есть на переднем плане вода, и как деревья отражаются в воде, уже на этом этапе можно с этими деталями играться. Видео сегодня длинное, ну раз уж и процесс такой у меня был на часа два, наверное, длиной, только потому что я четко не знала, что мне нужно делать, и в процессе решала многие вещи. Скажу очень простую, но ценную вещь. Садясь за пейзаж или любую другую работу, вы определяете, что у вас самое светлое, что у вас самое темное, что у вас среднее по тону, и дальше все гораздо проще становится. Ох, сегодня я болтаю целых 6,5 минут, пора заканчивать. Спасибо, что были сегодня со мной. Не забудьте поставить лайк. Если есть вопросы, не стесняйтесь задавать. Всего доброго, до свидания.